Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на самом коротком, подробном курсе по программе Adobe After Effects в 2023 году. Этот курс будет полезен новичкам, которые ни разу в жизни не открывали данную программу, фрилансерам, которые уже имеют представление о программе и хотят структурировать свои знания, а также опытным пользователям, которые обучались самостоятельно. Моя главная задача курса – дать вам структурированные технические знания, чтобы в конце видео вы имели полное представление о программе и знали, где найти нужное вам окно или эффект, и, пересматривая другие точечные уроки, не тратили на это много времени. Если знания из данного видео будут для вас полезны, лучшей наградой для меня будет лайк, подписка и ваш честный комментарий. Коротко расскажу про себя. Меня зовут Макарий, я 9 лет занимаюсь монтажом видео в программе Adobe Premiere Pro и Adobe After Effects. Выпускник школы Останкино по профессии режиссер монтажа. Я работал с проектами Германа Грефа, Владимира Машкова, Саши Митрошиной, Гусейна Гасанова, работаю с брендом Givenchy. Монтировал и разрабатывал графику для сериалов «Молодежка», «Мамы в спорте», «Психологини» в программе After Effects. Наш с вами формат взаимодействия. Ручка-листик, пауза-практика. Возьмите листик или блокнот, делайте туда важные пометки. Я рекомендую также открыть заметки в телефоне. Записывайте важные для вас действия. Ставьте видео на паузу и сразу закрепляйте материал на практике. Так вы быстрее освоите программу. Если возникают трудности, пишите свои вопросы в комментариях. Также в закрепленных сообщениях есть телеграм-чат взаимопомощи по программе After Effects. Желаю всем успешной и продуктивной работы. Давайте начинать. Для начала расскажу вам логику самой программы и расположение окон. Окно Project – это наш проводник. Тут хранятся все наши файлы, которые мы импортируем в проект. В этом окне можно создавать папки, структурировать файлы, переименовывать их и создавать секвенции. Секвенция – это пространство, в котором вы создаете вашу анимацию и работаете с вашими файлами. Окно Timeline. В этом окне мы работаем над нашей секвенцией, редактируем наши фото и видеофайлы, добавляем разные эффекты. Также в этом разделе мы настраиваем нашу анимацию, выставляем ее время, скорость, плавность, прописываем так называемые экспрессионы. Несложный код, который позволяет оптимизировать анимацию. Чуть позже мы разберем его подробно. Окно предпросмотра. Окно предпросмотра позволяет нам увидеть все изменения, которые мы произвели в окне таймлинии. Все остальные окна. Все остальные окна вы можете найти во вкладке Windows. Вы можете их включать и отключать. Если вы случайно передвинули окно не туда или открыли очень много дополнительных окон, вернуть все в изначальный вид вы можете с помощью комбинации Windows, Workspace, Reset Default to Save Layout. Я использую Windows Workspace Default. Также часть окон находится по правой стороне. Рассмотрим часто используемые. Превью. В этом окне мы настраиваем наш предпросмотр. Бывает так, что мы нагружаем проект тяжелыми сценами, и чтобы посмотреть результат, мы можем максимально облегчить окно предпросмотра. Для этого во вкладке Frame Rate можем снизить значение до 15 кадров в секунду. Сделать пропуск кадров от 0 до 5. И в разделе Resolution выбрать Quarter, где Quarter это минимальное качество воспроизведения видео, а Full это максимальное. Окно предпросмотра никак не влияет на наш файл, который вы выведете. Оно отвечает только за просмотр внутри самой программы. Как мы видим, мы ускорили предпросмотр нашего изображения и можем посмотреть, какая анимация у нас получается. Effect and Presets. В этом окне представлены все возможные эффекты, которые по умолчанию используются в программе, а также те, которые вы установили вручную. Добавляя их в ваши файлы, вы можете их редактировать. Effect Controls. В этой панельке мы будем настраивать все наши эффекты. Обратите внимание, что по умолчанию эта панелька выключена. Для того, чтобы включить эту панельку, нам необходимо применить любой эффект на любой наш слой. И откроется панелька Effect Controls, в которой мы сможем настраивать наши эффекты. Character. Это окно служит для более детальной настройки нашего текста. Тут можно настроить его размер,
отступы, расстояние между строк, высоту, границы, заливки, цвет, обводку и так далее. Сделать заглавными все буквы или возвести их в степень. Зависит от нашей задачи. Эта панелька позволяет максимально эффективно работать с нашим текстом. Параграф. В этом окне мы выстраиваем выравнивание нашего текста. Будет оно по правой стороне, по левой или по центру. Это окно также очень полезно при работе с текстом. Еще раз логика самой программы. Мы создаем проект, импортируем туда файлы, далее создаем секвенцию, в этой секвенции режем и анимируем наши файлы, далее добавляем эффекты и настраиваем их. Давайте разбираться более подробно. Если вы впервые открыли программу Adobe After Effects на вашем компьютере, рекомендую произвести легкие две настройки. Первое. Идем в Edit, Preference, Autosave. Здесь выбираем интервал, через сколько программа будет автоматически сохранять, делать так называемое автосохранение. У меня этот параметр каждые 3 минуты. Это обусловлено тем, что при высокой нагрузке программа может достаточно часто вылетать. Вы забываете сохранять проект вручную, и в компьютер летит очень много мата. Также поставьте значение Maximum Project Version в максимальное значение 999. Таким образом, у вас будет большое количество версий, и вы можете выбрать, с какой версии вы хотите начать. Вторая настройка находится в Memory and Performance. Выберите, пожалуйста, чтобы вся ваша оперативная память, максимальное ее значение, было во вкладке RAM Available for After Effects. После выбранного значения нажмите кнопочку ОК. На этом настройка программы завершена. Создание секвенции. Перед созданием проекта обязательно проверьте, сохранили ли вы его. Неназванный проект хранится временно, и если не выбрать место его сохранения, после закрытия он просто пропадет. В левой нижнем меню окно Project нажимайте кнопку Create a New Composition. Вводим название нашей секвенции. У меня это будет курс. Далее в окошке Presets выберите Custom. Мы сами настроим значение, которое нам необходимо. В окне разрешения выберите стандартное разрешение 1920 на 1080. Если по каким-то причинам вы хотите создать секвенцию для Инстаграма, например, то поменяйте значение местами 1080 на 1920. В этом случае вы создадите вертикальную секвенцию. Дальше в окне Pixel проследите, чтобы у вас было значение Square Pixel. Framerate 25. Во вкладке Start Timecode мы оставляем значение по нулям, а во вкладке Duration выбираем продолжительность нашей секвенции, где первые два нуля — это количество кадров, вторые два нуля — это секунды, третьи два нуля — это минуты и последний 0 — это часы. Давайте создадим композицию на 1 минуту. Background Color по умолчанию выбирайте черный и нажимаем кнопочку ОК. Для того, чтобы включить или отключить наш background, мы можем воспользоваться вкладочкой To-Get Transparent Grid. Наша секвенция создана. Работа с файлами. Импортируются файлы двойным нажатием мыши, либо перетаскиванием файлов из проводника. Давайте добавим несколько видеороликов. Также добавим несколько изображений, картинок. И также я добавлю проект иллюстратора. Здесь он запросит меня, как я хочу его импортировать. Я хочу его импортировать как отдельную композицию. Здесь я выбираю Layer Size. Таким образом, все мои слои будут раскинуты отдельно. Эта информация уже для продвинутых пользователей, но поясню для новичков. Если вы создаете объекты в Adobe Illustrator, вы можете их беспрепятственно импортировать по слоям в программу Adobe After Effects. Нажимаем кнопочку ОК. Видим, что у меня создалась секвенция с часами, где каждый слой отдельный. Это еще одно преимущество программы Adobe After Effects. Двойным щелчком мыши мы можем открыть любой наш файл. Есть у нас также Playhead.
с помощью Playhead мы можем просматривать наш файл. Если нам необходимо отрезать наш файл или создать точку входа, точку начального нашего кадра, мы можем воспользоваться скобками. Это начальная наша точка. Если мы хотим пометить эту точку как точку выхода, мы нажимаем нашу вторую скобочку Out. Но я не рекомендую использовать данную технологию. Я рекомендую файл сразу переносить в нашу секвенцию и уже здесь с помощью комбинации Alt плюс скобка в левую сторону, где он создаст нам начальную точку, либо Alt комбинация Alt скобочка в правую сторону, где он позволит нам обрезать нашу финальную точку. И дальше с помощью инструмента скобочка в левую сторону или скобочка в правую сторону мы можем притянуть объект, видеофайл или фото к нашему Playhead. Давайте разместим его в начале. Перемещаем наш Playhead в начало и используем скобочку в правую сторону. Видеофрагмент переместился в самое начало. Давайте его удалим. Давайте выберем любой наш слой и переместимся в параметр Transform. Если раскрыть наше фото или видеофайл в окне нашей таймлинии, мы сможем увидеть некоторые параметры. Они есть у всех наших видео или фотофайлов. Давайте их разберем. Anchor Point, относительно чего двигается объект. Для того, чтобы перейти в режим Anchor Point и изменить его, мы можем воспользоваться комбинацией клавиш Y или на нашей панели инструментов нажать Bend Behind, то есть Anchor Point. После чего мы можем сдвигать наш ползуночек куда мы захотим. Также важный момент, у нас есть снэппинг, это наша привязка. То есть привязка либо к середине нашего объекта, он может располагаться по центру, где угодно. То есть Anchor Point — это от какой точки будет производить анимацию наш объект. Давайте уберем привязку и разместим его строго по центру, так как это у нас часы. Вот от этой точки у нас будет происходить наша анимация и трансформация нашего объекта. Дальше Position. Position X и Y у нашего файла в пространстве. Если нажать на квадратик, то мы переведем наш объект в 3D. И тогда мы сможем изменять его свойства относительно 3D пространства. Давайте попробуем переместить его по одной оси. Ctrl-Z, вернем все как было. И по другой оси. Наш объект перемещается в пространстве. Если мы включим 3D, то тут уже появляется 3 оси. X, Y, Z. Вот эта третья ось. Мы его отдаляем, либо приближаем к нам. Также с помощью инструмента Selection Tool, горячая клавиша V, или наша стрелочка в панели инструментов Selection Tool. Мы можем перемещать объект вручную. Обратите внимание, параметры меняются. И также с зажатым шифтом, сохраняя пропорции, мы можем его увеличивать и уменьшать. Такие изменения происходят с любыми объектами. Давайте нажмем Ctrl-Z и вернем стрелку на место. Scale, масштаб. Это наш масштаб изображения. Попробуйте поиграться с этим параметром. Rotation. Это поворот нашего объекта относительно нашего anchor point. Обратите внимание и поймите логику, как это работает. Если мы... Давайте отменим несколько наших действий. Если мы переместим наш anchor point в начало нашей стрелки и далее будем играться с параметром rotation, то rotation будет исходить от нашей точки anchor point. Это очень важно. Запомните этот момент. Поймите логику, как это работает. Дальше все будет максимально просто. Возвращаем его обратно. Теперь он двигается вокруг своей оси. Opacity. Opacity позволяет нам понять, насколько наш объект прозрачный относительно других объектов. Мы можем задавать ему полную прозрачность 0, тогда мы вообще не увидим объекта, и мы можем делать объект полностью непрозрачным. Как происходит логика работы с нашей композицией? Сначала мы выкладываем все файлы, которые будут взаимодействовать в нашей композиции, после чего мы добавляем туда различные эффекты и создаем черновую анимацию.
После того, как мы все создали и накинули нужные нам эффекты, мы начинаем доводить нашу анимацию до идеала. Давайте пройдемся по горячим клавишам. Горячая клавиша T – это наша прозрачность, для того, чтобы вызвать ее в быстрый доступ. Клавиша P – это наша позиция. Клавиша R – Rotation. Клавиша S – Scale – масштаб. Клавиша U раскрывает нам все заанимированные значения. Давайте покажу, как это работает. Например, с помощью клавиши P я беру нашу позицию и чуть-чуть ее двигаю, для того, чтобы показать. Далее я скрываю. И, например, второй параметр Opacity. Сейчас не вникайте в сам процесс, просто быстро покажу, как это происходит. Все. Я скрыл. Через какое-то время я хочу вернуться к этому слою и нажать клавишу U. Когда я нажму клавишу U, все активные анимации сразу покажутся мне. И мне остается с ними уже работать достаточно просто и удобно. Перемещать их в пространстве, по времени, ну или анимировать графики, как мне удобнее. Группировка объектов. Для того, чтобы сгруппировать объекты, вы можете воспользоваться комбинацией клавиши Ctrl-Shift-C. В этом случае создастся секвенция по настройкам идентично оригинальная и вложит все файлы, которые вы выделили. Показываю, как это работает на практике. Например, выбираем наши стрелки. Мы хотим их сгруппировать. Далее Ctrl-Shift-C. И подписываем нашу прекомпозицию стрелки на часах. Нажимаем клавишу ОК. И теперь все эти стрелки сгруппировались в отдельную секвенцию. Здесь мы можем проводить также с ними работу по анимации и так далее. Как это применять? Если у вас есть несколько объектов, вы их уже заанимировали, они готовы, вы группируете их и можете одновременно изменять их в пространстве. Например, я могу переместить их одновременно в пространстве. Также я могу их одновременно заанимировать. Нуль объект. Для группировки объектов также можно использовать нуль объект. В этом случае мы временно или постоянно, в зависимости от нашей задачи, группируем нужные нам объекты. Плюсом нуль объекта также считается то, что мы можем перемещать все сгруппированные объекты в пространстве, а также временно перемещать группу объектов. Нажимаем правой кнопкой мыши «Создать нуль объект». Наш нуль объект создан. Далее выбираем объекты, которые мы хотим объединить. После этого в Parent and Links тянем нашу улитку на наш нуль объект. Успешной привязкой будет подпись нашего нуль объекта под нашими слоями. Это будет означать, что наши слои прилинковались к нашему нуль объекту. Теперь, доставляя параметр Position, мы можем управлять сразу некоторыми группами. Это очень удобно. Также мы можем включить и этот слой. Теперь мы можем перемещать пространство вместе с этим слоем. И также другие слои. Также основным преимуществом является то, что мы можем удалить наш нуль объект. И таким образом все перемещенные объекты в пространстве перестанут линковаться к нуль объекту. Это очень удобно. Мы можем создать несколько нуль объектов и создать зависимость каждого слоя к каждому нуль объекту, если нам это необходимо. Попробуйте поиграться с этим параметром и прилинковать туда разное количество слоев. Вы увидите, как это работает. Анимация объектов. Самое главное, что вам нужно знать, это то, что все параметры, в которых расположены часики, можно анимировать. Запомните это. Рассмотрим анимацию на примере поезда. Поезд подъезжает, останавливается и едет дальше. Что нам для этого нужно? Давайте удалим всю нашу анимацию и все наши экспрессионы. И сделаем то же самое, что и было видно. Первое. Поезд подъезжает. Включаем левой кнопкой мыши наш Position. Поезд у нас находится в
вне зоны кадра. Далее перемещаем на кадр, где мы хотим, чтобы поезд подъехал. Например, он подъедет у нас вот сюда, с зажатым шифтом. То есть, еще раз, если у меня не было бы зажатого шифта, я бы перемещал объект либо вверх, либо вниз. Если я зажимаю Shift, строго ровная линия образуется. Далее, установили. Помним, что мы делаем черновую анимацию. Далее, берем наш кадр, зажимаем Ctrl-C, Ctrl-V, копируем. То есть на протяжении этого промежутка времени он стоит. Далее он уезжает. Перемещаемся еще на несколько секунд и делаем так, чтобы он уехал. Смотрим, что получилось. Поезд подъехал. Топорно остановился. Подождал некоторое время и дальше поехал. Но такого не бывает в реальной жизни, потому что поезд плавно набирает скорость. Что мы делаем? Мы берем, выделяем все наши ключи и нажимаем F9. Таким образом, у нас анимация стала уже нелинейной. Далее переходим в Graph Editor. Здесь правой кнопкой мыши выбираем Edit Speed Graph, потому что у вас может быть по-другому. Здесь нарисован график скорости нашего поезда. Давайте с ним немножечко поиграемся. Во-первых, поезд уже имеет некую скорость, поэтому перемещаем анимацию ключа в самое левое положение. Таким образом, скорость у него уже есть. В этот момент, во втором ключе, наш поезд должен останавливаться и делать это достаточно плавно. Вот таким вот образом. Теперь наш поезд подъезжает плавно. Давайте посмотрим. У нас получилось. Все, что нам необходимо сделать дальше, это поправить наш график по ускорению. То есть это ускорение скорости нашего поезда. Здесь, в этом ключе, мы полностью убираем. Таким образом, поезд плавно подъезжает и плавно начинает набирать скорость. Давайте посмотрим. Остановился, набирает скорость и уехал. Здорово! Теперь я хочу, чтобы эта анимация повторялась постоянно. Что я могу для этого сделать? Я могу применить самый простой экспрессион. Для этого переходим в Position, зажимаем Alt и зажимаем наши часики. У нас открывается наша табличка. Здесь мы пишем loop out. Можем выбрать готовое значение. Он нам напишет. Здесь пишем цикл. Важный параметр, чтобы здесь находились одинарные скобки. Скобка одинарная 1. Скобка одинарная 2. И нажимаем на свободном поле 2 раза. Все, наш экспрессион готов. Смотрим. Поезд останавливается. Стоит, ждет. Далее он плавно набирает ход и уезжает. После этого анимация продолжается. Если нам необходимо сделать небольшую паузу, то самым простым способом, что мы можем сделать, это скопировать ключ на время паузы, которое нам необходимо. Например, мы хотим, чтобы он подождал 3 секунды. Ctrl-C, Ctrl-V, скопировали кадр и теперь смотрим. Как только закончилась анимация и последний ключ, наш поезд начинает повторять нашу анимацию циклично. При этом у нас всего-то 5 кадров здесь заанимировано. Это очень удобно. На примере поезда мы рассмотрели, как создать анимацию и ее зациклить. Рассмотрим второй экспрессион на примере наших часов. Допустим, нам необходимо заанимировать наши часы. Что мы можем сделать? С помощью клавиши Rotation. Давайте я вам покажу, как это выглядит сейчас с помощью экспрессионов. У нас все заанимировано. При этом у нас, если вы увидите, нажмем кнопочку U, кнопочка не нажимается, потому что у нас нету ключей. Полностью анимация сделана без ключей с помощью простейших экспрессионов. Давайте я вам покажу. Возьмем стрелку наших часов. Развернем параметр Rotation. И мы увидим наш expression time умноженный на 5. Что это такое? Давайте я вам сейчас покажу. Давайте включим соло.
То есть вот такая точечка. Как только мы включаем соло, у нас включается только этот слой. Значит, я сейчас выключил всю анимацию, у нас ничего не происходит. Anchor Point у нас находится в этой точке, мы помним, да? Как мы можем произвести анимацию? В несколько способов. Первое. Нажимаем наши часики, первый ключик встал. Далее делаем, например, один оборот. Все. Смотрим. Стрелка делает один оборот по нашей анимации. Это если мы говорим про анимацию с помощью ключей. Давайте их удалим. Как мы можем пойти другим путем? Мы зажимаем Alt, зажимаем часики и пишем Time. Time означает реальное время. То есть наша анимация теперь будет анимироваться в реальном времени. Видим, да, что наше значение начинает меняться. И все это происходит в реальном времени. Если нам нужно ускорить наше значение, мы можем ускорить, например, написать умножить и цифру, на которую мы хотим умножить. Теперь наши часы двигаются еще быстрее. Мы также можем пустить их в обратном направлении. Поставить скобочку, поставить минус 35. Теперь стрелка будет идти в обратном направлении. Давайте вернем значение time умножить на 35 и отключим наше соло. Вот с помощью такого нехитрого экспрессиона и заанимирована вся наша композиция. Помните про этот экспрессион, он очень удобный и позволяет сэкономить большое количество времени, не прибегая к ключевой анимации. Давайте рассмотрим анимацию объекта по пути. Для примера мы возьмем наш самолет. Для того, чтобы выстроить путь, мы сбрасываем выделение со всех наших слоев и переходим к инструменту Pen Tool. Горячая клавиша G. И начинаем рисовать путь, который нам необходим. Давайте для примера воспользуемся вот таким вот путем. Соответственно, мы можем зациклить наш путь, можем нашу финальную точку не зацикливать, то есть не завершать. Далее нажимаем в любую нашу область и переходим к инструменту Selection Tool, горячая клавиша V. После чего заходим в параметр Shape Layer, Contents, Shape 1, Path, раскрываем наш Path и копируем его с помощью комбинации клавиши Ctrl-C. Мы скопировали наш путь. Далее идем в самолет, Position, выделяем наш Position, нажимаем Ctrl-V. Наш путь можно удалить. Что происходит? Нажимаем клавишу U для того, чтобы раскрыть нашу анимацию. И вот мы видим, что наша анимация раскрыта. Можем увеличить с помощью масштаба таким вот образом. И мы увидим, что наша анимация раскрыта. Вот таким образом у нас заанимировался самолет. В несколько кликов. Для того, чтобы расширить анимацию, я могу взять первый кадр и подтянуть его влево. Таким образом, все автоматические кадры у меня расширятся. Либо правый кадр. У нас все наши кадры сгруппированно анимированы. И это очень удобно. Если вдруг по каким-то причинам вы хотите отключить группировку ваших ключей, то для этого вам необходимо выделить все ваши кадры правой кнопкой мыши Row Across Time. И таким образом вы можете двигать все ваши ключи. Если вдруг вы хотите соединить это обратно, выделяйте все ваши ключи правой кнопкой мыши Reverse Across Time. Теперь длина вашей анимации будет зависеть от последнего или первого кадра в зависимости от того, куда вы его переместите. Это очень удобно. Все, что остается сделать, это включить 3D слой и поменять направление полета в момент, когда самолет разворачивается. Вот, например, вот тут. Берем нашу ориентацию, ставим здесь ключик и переворачиваем его на 180 градусов. Смотрим. Развернулся. И здесь тоже нужно нам его развернуть. Показываю максимально примитивную анимацию, но вы можете ее использовать, потому что она достаточно просто делается. Смотрим. Готово. У нас все получилось. Добавление эффектов на нужные слои. Сейчас на примере этой картины я вам покажу, как добавлять эффекты
на нужные слои. Для начала я перенес рамку для картины и саму нашу картину. С помощью инструмента Scale увеличиваем в масштабе так, как нам необходимо. То же самое с параметром Scale проделываем и с нашей картиной. Обратите внимание, что наша картина не соответствует пропорциям нашей рамки. Что в этом случае я сделаю? Давайте я расширю немножечко выше. Поставлю композицию таким образом. Что я делаю? Я беру, выделяю наш объект и выделяю Rectangle Tool с выделенным нашим объектом. И после этого рисую вот такую замечательную масочку, где у меня все остальные области удаляются. Это очень удобно, и у вас появляется параметр маски. Вы можете его удалить и также создать маску любой другой формы. Круглую, прямоугольную, с зажатым шрифтом, с зажатым, без зажатого шрифта, да, то есть ровные фигуры, кривые, абсолютно любые. Вот наша маска получилась. Мы ее дальше можем редактировать и делать с ней все, что захочешь. Но сейчас не об этом. Создаем нашу масочку на нашу композицию. Далее, как нам добавлять эффекты? Выделяем наш слой, на который мы хотим добавить эффекты. И, например, давайте я еще раз, я создам сейчас Solid. Solid — это наш цвет. Любой цвет, который мы хотим выбрать, вписанный в нашу композицию, в нашу секвенцию. Я перемещаю наш Solid в конец наших слоев, после чего выбираю, для того, чтобы было наглядно, рамку для картины, иду в параметр Effects and Presets. Здесь я выбираю Drop Shadow. Это эффект, который позволяет создать тень. Я создаю тень. В окне Effect Controls у меня появился эффект Drop Shadow, который я применил на нашу рамку. После чего я могу начать с ним играться. Давайте увеличим значение до 100. Дистанция, насколько далеко будет находиться наша тень. Обратите внимание, что наша тень от рамки стала выше нашего слоя нашей картины. Как мы можем этого избежать? Несколькими способами. Во-первых, мы можем удалить наш эффект Drop Shadow. Или давайте Ctrl-Z, сделаем Ctrl-X, то есть мы его вырезали. Далее мы объединим эти два объекта, нашу картину, то есть нашу саму фотографию, и нашу рамку с помощью знакомой нам комбинации клавиш Ctrl-Shift-C. Подпишем «Готовая картина». Далее можем Ctrl-V использовать с инструментом, так как мы уже вставили ее, да, либо же пойти во вкладку Effect and Presets и найти Drop Shadow, переместить. Все. Наша тень готова. Можем дальше играться с нашими параметрами, можем анимировать нашу тень, например, параметр Opacity. Выделили параметр Opacity, дистанция и так далее. И после того, как мы выделили наши клавиши, нажимаем наш слой и нажимаем клавишу U. Нам показали все ключи, которые мы уже заанимировали. Дальше нам остается лишь играться с нашими настройками и добиваться наших задач. Давайте посмотрим. Вот такая простая анимация тени у нас получилась. Также мы можем не забывать, что мы можем ее вращать по часовой, против часовой стрелки. С параметрами можно играться до бесконечности. Второй эффект, который я хочу применить, мы заходим в нашу готовую картину, и я хочу создать эффект мозаики в нашей основной картинке. Для этого я пишу эффект мозаика и применяю его на нашу картину. Здесь я выбираю количество значений нашей мозаики, например, и у меня получается вот такая достаточно пиксельная картина, что тоже может быть интересно. Я могу эти параметры все анимировать. Также ставим ключики, выбираем, ставим горячую клавишу U и перемещаем в пространстве. Например, здесь можем поставить значение 1000, здесь можем поставить 1000. Теперь переходим в нашу основную композицию и наблюдаем за нашей анимацией. С течением времени наша картинка становится более пиксельной. Все больше и больше и больше
и больше. И это, и это не заглючил окно предпросмотра, мы действительно сделали ее супер пиксельной. Здесь мы можем дальше играться с анимацией конкретно нашей композиции, да. Для чего я вам это сейчас показал? Для того, чтобы вы поняли, что мы можем зайти во вкладку Effect and Presets, выбрать любой объект, закинуть его на любой слой и его анимировать, будь то Drop Shadow, либо любой другой эффект и так далее. Про эффекты мы поговорим в отдельном видео. Панель инструментов. Давайте рассмотрим панель инструментов. Я сейчас расскажу вам про базовые инструменты. Первый инструмент — это Selection Tool. Горячая клавиша V как птичка. Этот инструмент передвигает наши объекты. То есть, если мы включим нашу позицию, Position, мы увидим, что с помощью Selection Tool мы можем передвигать наши объекты. Также, если мы включим параметр Scale и вот на эти квадратики перетянем с помощью зажатым шифтом, чтобы сохранялись пропорции, можем увидеть, что мы можем увеличивать или уменьшать наш объект по скейлу. Давайте вернем все как было. Следующий инструмент — это Q, создание шейпов. Квадрат, прямоугольник, звезда, круг и ромб. Этот параметр имеет несколько значений. Первое. Если у нас ничего не выделено и мы выбрали этот объект, то мы можем создать, например, прямоугольник. В параметре Fill мы можем его покрасить. Выбрать у нас будет градиент, либо обычная заливочка. И выбрать наш цвет. Например, вот такой. Также мы можем выбрать нашу обводку. Будет ли у нас обводка, либо не будет. Также будет ли она в градиенте, радиальном, либо линейном. И также задать ей какой-то определенный цвет. Тут все просто. Далее мы можем анимировать. Все, в принципе, как и во всех других параметрах. Но если мы выделяем какой-то другой объект, то мы создаем уже нашу маску. Помним, что с зажатым шифтом фигуры у нас получается максимально квадратные. Да, вот это квадрат. Если без зажатого шрифта, то это у нас будет прямоугольник. И таким образом мы создаем нашу маску. Маску нашего объекта. Маска нашего объекта имеет несколько параметров. Да, то есть это насколько ее края будут размыты или не размыты, насколько маска будет прозрачная или непрозрачная. Также в параметре Inverted мы можем инвертировать нашу маску. То есть все то, что мы выбрали изначально, мы можем не вмещать в объект. Видите, сейчас у нас прямоугольника нет, у нас маска вовне. Здесь все зависит от тех значений, которые вы хотите сделать. Anchor Point — это наша точка, откуда анимируется параметр Rotation, да, если такими простыми словами. Откуда у нас будет происходить анимация. Если мы нажимаем Rotation, то сейчас картина будет по ротейшену передвигаться относительно этой точки. То есть эта точка показывает, относительно чего мы будем передвигать наш объект. Если мы передвинем Anchor Point, горячей клавишей U, напоминаю, например, вот сюда. Передвигаем наш rotation, и уже картина анимируется по-другому. Кстати, можно создать простую анимацию слайдов. Вот так вот. Картинка выходит, и дальше она уходит, приходит следующая. Очень удобно. Кстати, вот такая идея сразу появилась. Например, хоп. Сейчас я вам покажу. Ctrl-D, если мы скопируем, нажмем Caps Lock. Так, сейчас. И сейчас вот у нас получается вторая. Перемещаем Anchor Point в другую сторону. И у нас может быть такая анимация. То есть пришла одна картинка, ушла другая. И таким образом сделать такое неплохое слайд-шоу, как по мне. Дальше. Инструмент G. G — это у нас инструмент перо. С его помощью можно рисовать любые объекты. Все, что вы хотите. Любые пути, линии, любые нестандартные, стандартные объекты. Так, мы можем замкнуть наш путь, да, наш объект, можем его не замыкать. Если мы его замыкаем, он у нас получается целостным. То есть у нас и stroke, и fill, он у нас полностью заливает наш объект. Можем его перемещать в пространстве. Также, если мы с помощью инструмента Selection Tool будем нажимать на наши ключики, на наши пути объекта, мы можем их передвигать,
перемещать и так далее. То есть видоизменять наш объект. Это в случае, если мы создаем наш shape. Если мы хотим создать нестандартную маску, давайте вернем все как было. Я еще раз перемещу это изображение. Так, еще раз перемещу это изображение. Уменьшу. Если я хочу создать нестандартную маску, например, покажу очень грубо, но примерно. Я хочу вставить туда другие облака. Эта идея родилась только сейчас, прямо на курсе, поэтому я сейчас просто быстро вам покажу, как можно это сделать. Прямо сейчас. Постараюсь долго не задерживать вашего времени. Просто для понимания, как это работает. Вот мы выделили маску. Понятно, что если заморочиться, это можно сделать более симпатичнее. Вот мы создали нашу масочку. Все. Дальше у нас здесь прозрачный фон. Идем и создаем... Скачиваем любые облака, которые мы хотим. Просто для примера. Облака PNG. Облака PNG. Точнее, не облака, а небо. Давайте так, небо. Вот. Любое наше небо. Без разницы. Сохраняем. И сразу добавляем на окно нашей секвенции. Увеличиваем в масштабе. И у нас появились наши новые облака. Что достаточно прикольно. То есть наш инструмент G, если он не выделен ни на одном слое, он рисует нам shape. Это важно для понимания. Либо, если он у нас где-то выделен, он рисует нам маску. Вот таким вот образом. Маску. Например, мы хотим вообще оставить убрать наши горы. И сделать вот такую равнину небольшую. Таким нехитрым образом, несколько кликов мы это сделали. Дальше, следующий инструмент, достаточно интересный, это Alt и колесико мыши. Здесь мы меняем масштаб нашей секвенции, композиции, чтобы мы в пространстве могли быстро перемещаться. Alt плюс колесико мышки. Следующий инструмент это Ctrl-T. Ctrl-T — это инструмент, который позволяет создать нам текст. Что важно знать при этом параметре? Как только вы нажали параметр Ctrl-T, вы можете выбрать самостоятельно область, где хотите размещать ваш текст. Например, вы примерно понимаете, что ваш текст будет находиться вот в этом участке. Выделили его и пишем наш текст. Пишем текст. Подпишись, поставь лайк, напиши комментарий. Давайте здесь немножко задержимся. Мы видим, что наш текст куда-то ушел. Выделяем наш текст и Ctrl-A. Такой достаточно хороший лайфхак. Первым, что мы делаем, уменьшаем. Вот так вот. Давайте сделаем. Можем изменить цвет. Вот я нажал, соответственно, текст color. Изменил наш текст. Дальше. Я хочу воспользоваться шрифтом Montserrat Black, он такой достаточно хороший, жирный, прикольный. И дальше его увеличить. Видим, вот те края, которые мы создали, дальше них текст не пойдет, что может быть очень удобно. Сделаем выравнивание по левому краю, да, выбрали наш шрифт, соответственно, изменили его масштаб, можем увеличить отступы между строк и отступы между текстом при нашей необходимости. Обычно этот параметр составляет в нуле. Если нам необходимо, мы можем сделать нашу обводку stroke, да, и с помощью двойной щелчкой мыши выбрать наш stroke объект, насколько он будет жирный. Ну, в данном случае здесь это не смотрится, да, поэтому я вам показал плохой пример. Но, тем не менее, вот здесь мы можем играться с нашим текстом. Например, поставь лайк, циферку 3 мы можем вознести в степень. У нас и так это все степень, да? Изначально стояла, но ничего страшного, давайте снимем степень. Поставим текст меньше, ничего страшного. И возведем циферку 3 кубическую в нашу степень. Вот, у нас получилась степень. Дальше можете играться с вашими любыми параметрами. Анимация текста.
Для того, чтобы не заниматься анимацией текста вручную, в программе Adobe After Effects существуют заготовки. Как они работают? Поставьте ваш playhead в самое начало, выберите текст, который вы хотите анимировать, да? Перейдите в Effect and Presets, Animation Presets, текст, и здесь есть несколько параметров. 3D текст, анимация in — это анимация начала, либо анимация конца. Давайте выберем, например, анимация начала. После, что мы делаем? Мы закидываем готовую анимацию на наш текст. После чего она грузится. Можем нажать пробел и посмотреть, как это выглядит. Кстати, выглядит достаточно неплохо. Да? Здесь их достаточно много. Поэтому вы не бойтесь их все проэкспериментировать. Вы можете даже составить список из тех анимаций, которые для вас максимально актуальны. Если эта анимация нам, например, не понравилась, мы нажимаем Ctrl-Z. Все, мы вернули текст в режим без анимации. И вот таким вот образом подбираем анимацию текста, которая для нас наиболее эффективна. Можете перепробовать все эффекты. Создание маски. На предыдущих пунктах я показывал создание маски, но хочу закрепить результат еще раз. Если вы используете инструмент Pen Tool и у вас выделен какой-то объект, да, вы можете нарисовать масочку вручную. Вот таким вот образом. Все, мы нарисовали нашу маску. Далее мы можем зайти в параметр Mask, ее там анимировать, увеличить ее края, грани, сделать ее прозрачной-непрозрачной и увеличить Mask Expansion. Может увеличить ее пропорционально, да, относительно вашей нарисованной маски. Это тоже очень удобный параметр. Если вы где-то чуть-чуть там не попали, можете ее сузить меньше сделать, можете ее сделать больше. Это что касается маски с помощью инструмента Pen Tool. Также, если вы выделяете объект и, например, вам нужно создать круглую маску. С зажатым шрифтом у нас получается кружок. Выбрали маску. Дальше с помощью инструмента V как птичка, да, Selection Tool, выделяем нашу выделенную маску и, соответственно, можем выбрать, переместить ее в пространство и выбрать, соответственно, нужную для нас зону. Дальше, после этого мы можем ее выйти в обычный режим, нажать Scale, уменьшать сам наш объект относительно Anchor Point, конечно, и перемещать его в пространстве. Можем сделать таких достаточно много кружочков. Ну, это уже творчество пошло, скажем так. Также можем наши объекты и наши масочки перемещать, ну, редактировать, скажем так, и создавать любую другую форму из тех объектов, которые у нас есть. Например, у нас есть круглая форма, мы захотели сделать вот такой некий кривой полумесяц. Да, давайте развернем его. Снова творчество пошло. Развернули его. Вот у нас получился Пакман. Увеличиваем масштаб. Хап-хап. Все. Он может это скушать. Вот, с этим, надеюсь, понятно. Еще раз резюмировал ваш акцент, потому что маска — это достаточно важный инструмент. Домашнее задание будет заключаться в том, чтобы вы зашли на сайт Bezier метод AS и научились работать с Bezier. На этом сайте предоставлена игра Bezier. Пройдя все уровни, вы сможете освоить принципы и понимание, как работает Bezier. Без понимания Bezier вы долго будете разбираться с масками. Что здесь необходимо сделать? Нам необходимо здесь с помощью двух нажатий создать линию. Вот мы ее создали. Дальше мы выделяем объект с зажатым шифтом. Начинаем создавать дом. Это, скажем так, простая наша масочка. Представьте, что это масочка. Здесь все показано, как это все дело воссоздать. Вот мы, например, если мы ставили точку, у нас объекты были ровные, сейчас нам нужно сделать круг. Нажимаем, тянем, остановили. Нажимаем, тянем, остановили. Нажимаем, тянем, остановили. Нажимаем, тянем, остановили. Можно сделать это с зажатым шифтом. Все, у нас получился круг. Видите, здесь уже на следующем уровне пошел инструмент Alt. Тянем, зажимаем Alt и тянем в другую сторону. И вот таким вот образом зажимаем Alt, тянем.
Дальше у нас пойдет машинка, да, уже без дополнительных подсказок за 13 нотсов мы должны это все дело сделать. Вот. И таким образом, пожалуйста, отнеситесь ответственно к домашнему заданию. Это, с одной стороны, игра, с другой стороны, это ваш путь для того, чтобы вы поняли, как работает Безье. Итак, экспрессионы. Сразу хочется дать вам несколько простых экспрессионов. Экспрессионы — это некий код, который прекрасно понимает программа After Effects. Я покажу лишь вам самые базовые. В предыдущем разделе я показывал вам уже Expression Time, но давайте его закрепим. Выделяем нашу стрелку, выделяем наш Rotation, горячую клавишу R, с помощью Alt нажимаем на наши часики, после этого вводим Time, и вы можете умножить сразу на любое значение. Давайте сделаем на 360. Теперь Time — это наше реальное время, умноженное на 360. Включим режим соло, чтобы можно было видеть. Сейчас наша стрелка будет очень быстро вращаться. Это самый базовый экспрессион при вращении объектов. Если вы хотите сделать так, чтобы он вращался в другую сторону, ставите скобочки, пишите минус, закрываете скобочку и готово. Объект вращается в другую сторону. Вы можете умножать на любое значение. Например, давайте поставим 10 тысяч. И наша стрелка вращается супер быстро. Следующий экспрессион — это wiggle. Давайте я вам сдублирую наш шар и уберу у него анимацию. Просто уберу у него анимацию и выключу пока что наш экспрессион. Что здесь можно сделать? В позиции мы с помощью Alt нажимаем на наши часики. Здесь пишем параметр wiggle. Здесь нам дают подсказку. Пишем значение 1,10. И давайте включим его в режиме соло и посмотрим, что происходит. Наш воздушный шар начинает анимироваться. Первое значение — это частота, а второе — амплитуда наших колебаний. Давайте рассмотрим на примере. Сейчас у нас есть значение 1,10. Если мы поставим значение 1,100, то наш объект сможет уходить намного дальше. Если мы поставим 1000, то объект будет уходить намного-намного дальше, далеко за пределы нашей карты. Теперь поставим значение, давайте вернем здесь 10 и поставим тут тоже 10. Частота колебаний у нас увеличится, как мы видим. Соответственно, если мы увеличим это значение до 100, это будет очень быстрое колебание на достаточно малом расстоянии. Но если мы увеличим наше расстояние до 100, то наш шар будет колебаться немного в большем радиусе. Здесь также можно ставить значение 0,5. 0,5. Давайте посмотрим. Видим легкое перемещение и нашу небольшую анимацию. Таким образом, мы создали наши колебания нашего шара. Давайте поставим 1,6, например, и выключим наш предыдущий шар. И вот таким вот замечательным образом. По этой технологии у меня анимированы облака. Если мы посмотрим Position, Wiggle 1,10. Вот таким образом выглядят облака, и они у меня здесь перемещаются. Без ключей. Это очень удобно. Второй экспрессион, который хочу показать, я вам его и показывал, но покажу еще раз. Это наш параметр Loop-Out Circle. Покажу на примере. Давайте на примере автомобиля. У нас есть автомобиль. И у нас есть наша позиция. Давайте повторим. Я его сейчас скопирую. Все экспрессионы я закреплю в сообщении, в описательной части. Но рекомендую вам их вводить вручную. Вот, соответственно, наш автомобиль. Здесь он
Давайте сбросим анимацию. Поставим позицию точка 1. Далее позиция точка другая с зажатым шифтом. То есть вот он едет у нас, этот автомобильчик. Давайте включим режим соло, чтобы здесь не запутаться и вам было предметно видно. Причем он вращается без колес. Кстати, хорошо, что я вот это сейчас сделал, да. Важный момент. У меня анимированы колеса. Как вы думаете, с помощью какого параметра? Конечно же, с помощью параметра time. Time умноженное на 1200 дает нам вращение колес. Что я сделал дальше? Я выделил наших два слоя и привязал их к нашему автомобилю. То есть все любые движения будут совпадать. Я могу сейчас выключить. Очень хорошо, кстати, что мы сейчас наткнулись, что я вам покажу. Все, я сейчас отключил, да. Теперь колеса крутятся отдельно. Колеса крутятся, и машина ведет себя отдельно. Для того, чтобы упростить анимацию, я выбрал просто два слоя и залинковал их со своим автомобилем. Теперь вся анимация, которую я буду производить над своим автомобилем, да, она будет применена и для колес. Таким образом, когда я включу, я увижу, что колеса крутятся, так как у них стоит анимация, так как у них стоит expression time, да, а автомобиль пока не едет. Но колеса привязаны к автомобилю. Теперь позиция возвращаем до. Далее перемещаемся. Возвращаемся после. Отлично. И делаем небольшую паузу на несколько секунд, потому что я не хочу, чтобы он подряд выезжал и повторялся. Все, теперь, что мне необходимо сделать? Alt, зажатый, нажимаем часики и вставляем наш параметр loop out. Здесь пишем одинарные скобочки и пишем цикл. Все, смотрим. Давайте я на примере в соло посмотрим. Вот он едет. Так, где-то мы потеряли наши колеса, да? Давайте их включим в соло. Все, прошу прощения, они просто были выключены. Все, проехал. Здесь пауза. И дальше поехал. И так бесконечное количество раз. То есть мы, имея всего 3 кадра, можем бесконечно циклить нашу анимацию. Следующий экспрессион, который я хочу вам показать, называется пинг-понг. Рассмотрим на примере воздушного шара. Наш воздушный шар. Выберем наш шар номер 1. У него по умолчанию сейчас выстроен expression пинг-понг. Что это значит? Давайте разбираться. Давайте я вам отключу и покажу заново, как он работает. Мы создаем всего лишь 2 кадра. Это первая, начальная наша точка нашего воздушного шара. Давайте переместим его в начало. И финальная точка нашего воздушного шара. Например, мы изверги и решили его улетучить в космос за 2 секунды. Вот таким вот образом. Теперь мы Alt зажимаем и прописываем loop out. Дальше ставим здесь точечки и пишем пинг-понг. Что произойдет? Сейчас анимация будет стремиться вверх, а после этого она сразу же будет стремиться вниз. И так до бесконечности. Видим, да? Улетает вверх, прилетает вниз. Улетает вверх, прилетает вниз. И так далее. Вот это базовые экспрессионы, которые помогут вам в работе в данной программе. Что я еще хотел бы показать, что я вам еще не рассказал из самого важного. Значит, вот у нас есть поезд. Давайте выберем наш поезд. Едущий. Вот, например, вот он. Да? Я сделал поезд номер 2. Я его сдублировал и покрасил в цвет. Это очень важный параметр, точнее, это очень важный эффект, который может вам пригодиться. Я его покрасил в цвет. Давайте сбросим настройки. Я его заанимировал просто в другую сторону. Да, вот он у меня точно так же едет. Чуть-чуть я ему дал воздуха. И вот он у меня точно так же приезжает, как и тот поезд, как и тот наш первый поезд. Да? Теперь давайте перейдем в эффекты and presets и выберем
эффект Transform. Прошу прощения, Change to Color. И применим на наш второй поезд. Здесь приближаем на наш поезд и выбираем From. Это цвет, который я хочу поменять. Выбираем цвет, который мы хотим поменять. Ну, например, пускай это будет красный. Красный ядреный поезд. И во вкладочке Change выбираем Hue, Lightnings and Saturation. Все. Теперь у меня супер красный ядреный поезд, который отличается от моего первоначального поезда. Я могу перекрасить его в абсолютно любой цвет. Это очень удобно. Причем могу заанимировать анимацию, как он меняет цвета и параметры. То есть, если у вас есть объект, и вы хотите его анимировать несколько раз и заменить ему цвет, это можно считать таким эффектом-лайфхаком. Он позволяет это сделать. Пользуйтесь, и пускай у вас все получится. Рендер. После того, как вы закончили анимацию вашей секвенции, поработали над вашими видеофайлами, порезали их, и вам необходимо это вывести. Что вам важно знать? Первый момент. Выбираете точку, вот она есть точка вручную, это точка начала выхода и точка конца. Ну, давайте заанимируем на секунд, например, 10. Да? Мы можем воспользоваться файл, экспорт, add to render QI. Либо же мы можем выбрать наш playhead и воспользоваться комбинацией клавишей Ctrl-M. Здесь выбираем наш выходной файл H264. В новых версиях появился 264 кодек. В старых версиях его еще нету, поэтому приходится рендерить в формате QuickTime. Поэтому, если вы воспользуетесь старой версией Adobe After Effects, выбирайте QuickTime. Либо можете воспользоваться специальной программой, которая называется Adobe Media Encoder. Там вы сможете вывести файл в 264 кодеке. Я рекомендую выводить вам в 264 кодеке в случае, если ваша анимация не имеет прозрачных слоев. Тогда спокойно это делайте. Нажимайте кнопочку ОК и здесь выбирайте путь, куда хотите его сохранить. У меня это файлы курса, папочка out. Например, город. И нажимаете кнопочку рендер. После чего вам рендерит вашу анимацию. Это случай номер 1. Случай номер 2. Например, давайте рассмотрим на базе часов. Да? Здесь так понятнее. Если я нажму Toggle Transparent Grid, вы увидите, что у меня нету фона на моих часах. И я хочу вывести композицию, чтобы фона на часах не было. Потом, например, в другой программе, там, Adobe After Effects, хочу вставить свой фон. Что я для этого сделаю? Я выбираю точку входа и выхода, например, пускай это будет там 5 секунд. Нажимаю комбинацию клавиш Ctrl-M. Далее перехожу в параметры Output модуль и здесь выбираю QuickTime. Здесь в параметрах выбираю RGB плюс альфа-канал. Альфа-канал — это наша прозрачность, да, то есть чтобы мы могли вывести с альфа-каналом и дальше положить файл, в который будут видны области непрозрачности. И нажимаем кнопочку ОК. Выводим наши часы и нажимаем кнопочку рендер. После чего все наши файлы выводятся. И сейчас я вам покажу, как это работает. Мы вывели файл на альфа-канале. Так, файлы курса, out, часы. Добавляем их. Давайте нажмем создание секвенции. И теперь я могу выбрать любой фон, подставить любой фон. И у меня на фоне будут мои часики. Как мне говорили разные люди, не должно быть анимации в обратную сторону часов, но да ладно. Предположим, просто для теста. Таким образом, у нас появились часы, и мы можем накладывать абсолютно любой фон уже на них. Либо объекты. Вот два рендера, которые могут вам пригодиться в данной программе. Также хочу вам показать некоторую фишку программы Adobe After Effects. Давайте сейчас добавим объект город и добавим его как футаж, как готовое изображение. Создадим
ему секвенцию. И вот у нас появилось готовое изображение. Да? То есть это у нас уже один единый файл. И, например, вы что-то делали и поняли, что, например, у вас воздушный шар, он лишний. Чтобы его не стирать, не затирать здесь, вы переходите в ваш файл иллюстратора и, например, просто его выносите за вашу рабочую область. Нажимаете кнопочку Save. И должна сейчас произойти магия. И магия произошла. Я все-таки верю в магию. Вот, поэтому магия произошла. Да, я просто боялся, что с новыми обновлениями она не работает. Если нам нужно убрать поезд, самолет и какие-то любые другие объекты, мы можем их редактировать в программе Adobe Illustrator или в программе Adobe Photoshop. Сохраняем наш файл. И эти объекты чудесным образом, тут почему-то странно, что это происходит с задержкой, они исчезают. Вот этим лайфхаком вы можете пользоваться. То есть вы можете создать файл в Photoshop, если вы хорошо работаете в Photoshop или в иллюстраторе вы отрисовываете какие-то объекты. Далее хотите их заанимировать в After Effects и понимаете, что они вам мешают. Вы открываете ваш проект и удаляете эти объекты. А возможно еще что-то и добавляете. Например, я могу увеличить размер самолета прямо здесь. Нажать клавишу Ctrl-S. Перейти... файл, потому что достаточно большой, поэтому он сохраняет большое количество времени. Перехожу, и вот у меня самолет уже здесь есть. Вот, это такой небольшой лайфхак, пользуйтесь им. В конце видео я хочу поделиться с вами самым лучшим плагином, на мой взгляд, в программе Adobe After Effects, без которого я не начинаю ни один свой проект. Скачать этот плагин вы можете на сайте mrhouse.com. Многие ребята из предыдущего видео Adobe Premiere Pro спрашивали, почему у них не открывается программа. Для того, чтобы программа открывалась, вам необходимо пройти процедуру ее регистрации. Регистрируете здесь свою почту, вводите логин, пароль и, соответственно, в самой программе производите вход. Чем мне нравится этот плагин? Найти его можно во вкладочке Windows после того, как вы его установили. Во-первых, здесь есть достаточно большое количество пресетов. Пресетов как в логотипчике. Например, если мы сейчас скачаем любой логотип, там, например, лого PNG. Давайте прямо сейчас возьмем любой, скачаем, абсолютно любой, нам безразлично. Главное, чтобы он был PNG. Сохраним. Лого PNG. Переместим его наш объект. И, соответственно, мы можем выбрать любую анимацию для того, чтобы заанимировать наш объект. Вот таким образом. Ну, например, вот эту. Причем мы можем выбрать, анимация будет на входе, либо анимация будет на выходе. Показываю пример. Если мы выбираем, что анимация на входе, вот, например, такая, нажимаем In, то теперь наш объект вот таким вот простым образом заанимировался. Мы можем двигать ползунок Tor-In, и он будет отвечать за плавность нашей анимации. Насколько быстро будет анимация. Если быстро, то быстро. Если супер медленно, то это будет происходить супер медленно. Это очень удобно. И второй параметр, например, я хочу завершить анимацию каким-нибудь другим способом. Ну, вот таким. И нажимаю Out. Моя анимация завершается таким образом. Это очень удобный плагин. То есть, касаемо анимации объекта, понятно. Касаемо анимации текста, мы также можем анимировать наш объект в 3D. Давайте, кстати, вернем. Я сейчас покажу. Просто вот для примера. Так, давайте его заново возьмем. В окне Project. Перетаскиваем. Уменьшаем его scale. Так. И вот, например, я хочу его анимировать в 3D. Да, конвертирую слой из 2D в 3D. И у меня получается вот такая вот замечательная анимация, где с помощью Tor-In я могу задавать ему скорость анимации. Супер, здорово, получилось. Касаемо объектов, понятно. Касаемо текста. Мы можем написать любой наш текст. Делать это в 2 секунды. Подпишись, поставь лайк, напиши комментарий. Все просто. И выбрать анимацию, например, вот это.
Все. В несколько кликов наша анимация готова. Анимация текста. Все, больше ничего не надо делать. Не понравилось, удалили, поставили другую. Но я вас сюда позвал не за этим. Я хотел бы показать вам, что у нас есть различные и шейпы, и анимации уже здесь готовые. Да, и подпишитесь на канал. Соответственно, много-много-много разных бесплатных. Вы просто меняете, вытаскиваете, например, вашу композицию. Она у нас импортируется. Все, и здесь подпишись. И здесь подписался. Все. Смотрите, в 2 клика. Мы это все настроили в 2 клика. Нам больше не нужно тратить огромное количество времени и усилий на то, чтобы заанимировать наши вкладочки. В свое время, я помню, мы отдавали motion дизайнеру, и motion дизайнер получал за это достаточно неплохие деньги. Сейчас это все максимально автоматизировано. Здесь есть, кстати, некоторые звуки. Достаточно прикольные. Да, друзья, смотрите, что я выяснил. Вот эти переходы в After Effects, они платные. В Premiere они бесплатные. Поэтому вы можете создать ваш проект, закинуть его в Adobe Premiere Pro и, соответственно, воспользоваться вот этими бесплатными переходами для программы Adobe Premiere Pro. Если вы же захотите купить эти переходы, вы можете купить их, соответственно, здесь на сайте. Ну что, дорогие друзья, курс подошел к концу. Не забывайте выполнять домашние задания. Я очень рад, что ты досмотрел это видео до конца. Если видео тебе понравилось, поставь лайк, подпишись и напиши свой честный комментарий. Настоятельно рекомендую взять паузу и отдых после просмотра видео и пересмотреть его на днях для того, чтобы полностью понять изученный материал. Добавляйся в чат Телеграма, чтобы задавать вопросы по данной программе. Благодарю тебя и увидимся в следующих уроках.